Тайная история славян спрятана в Ватикане. Почему до 20 века в этрусские залы музеев Ватикана не пускали русских и болгар, а к 85-километровым стеллажам специального архива библиотеки папского города до сих пор нереально попасть? Если окинуть взглядом неформальную, непризнанную историю славян, то невольно закрадывается сомнение, не слишком ли много мы на себя берем. Не уподобляемся ли соседям, черепками, выкопавшим Черное море? Эти сомнения усугубляются тем, что неформальные исследования не только уводят в темные дебри древности, но и зачастую сводят с ума самих исследователей. Они то объявляют себя потомками атлантов, то впадают в какие-то древние верования. Но иногда в гуще исторического варева вдруг мелькнет такое жемчужное зерно, что все сомнения разом пропадают, и остается лишь радость озарения. 28 февраля 2014 года в передаче «Человек и закон» ведущий Алексей Пиманов показал фотоснимок, который кто-то из его знакомых сделал в библиотеке Ватикана. На нем была изображена карта государства этрусков, такой небольшой пятачок на западном побережье Апеннинского полуострова. Ничего удивительного в этом нет, этруски жили в Италии гораздо раньше самих итальянцев. А затем ушли с полуострова куда-то на северо-восток. На ватиканской карте было показано, куда именно. К северо-востоку от Италии изображалось одно огромное государство – Этрурия. Нарисовано оно было примерно так же, как в средние века европейцы рисовали неведомую и страшную для них Тартарию. Вот граница Айкумены, а вот неведомая пустота, заселенная непонятными этрусками. Причем сами итальянцы и не отрицают, Рим действительно основали не римляне, а этруски. Они же дали Риму свою архитектуру и инфраструктуру, в том числе бани и виадуки, снабжающие город водой. Этруски дали Риму свое право и свои законы. Сами себя они называли рассенами. Библиотеки и музеи Ватикана действительно таинственное место. Первая базилика была построена в IV веке, тогда же была заложена и библиотека Ватикана. Первое папское государство возникло в VIII веке, в это время появились и первые библиотекари. Благодаря обширной и разветвленной шпионской сети веками в Ватикан стекались исторические карты, документы, подписанные хартии и договоры, архивы ученых и политиков, отчеты путешественников и археологов, древние летописи и хроники, самые древние светские и эзотерические книги. Эта библиотека никогда не разграблялась, не страдала от пожара, ее не распродавали. И только Богу известно, какие ценности там хранятся. Попасть в библиотеку Ватикана непросто. Несмотря на ее кажущуюся публичность, Ватикан сам решает, кого допускать. Это первое. Второе, количество посетителей строго ограничено. За день в библиотеку может попасть не больше 150 ученых. И, наконец, третье. Ученый должен точно знать название труда или книги, которую хочет изучить. Бродить среди полок с фолиантами и рукописями не дозволено никому. Получается, как в сказке, если хочешь увидеть что-то интересное, чего ты не знаешь, ты должен сначала узнать, что же это такое. Но и это еще не все. Множество документов хранится отдельно в так называемом секретном архиве. Длина стеллажей архива достигает 85 километров. Как видите, место действительно таинственное и может хранить в себе тайны, которые пока неизвестны миру, в том числе и тайны славянской цивилизации. Но кто же они такие, этруски? Греческий историк I века до нашей эры Дионисий Галикарнакский утверждал, что этруски были автохтонным населением Апеннинского полуострова и многие века доминировали над регионом. Своего могущества они достигли в VI веке до нашей эры, когда объединились с Карфагеном и в морском сражении нанесли поражение грекам. Но уже в V веке до нашей эры могущество Этрурии пошло на спад, и вскоре они были побеждены италийскими племенами и ушли из Италии, оставив римлянам богатейшее культурное наследие, которое еще многие века осваивалось молодой Римской империей. Да что там римляне, даже название государства Ватикан уходит корнями в этрусскую культуру, ведь Ватикан стоит на Ватиканском холме, месте, где ранее находился некрополь этрусков. А свое название гора получила в честь этрусской богини смерти Ватики. Был у этрусков и демон смерти Ватан. Что еще известно об этом народе? Любили баню, сжигали мертвецов на кострах и хоронили в курганах, носили длинные бороды, были философами, геометрами, строителями городов, изобретателями военных машин и художниками.
У них была прекрасно развита медицина, земледелие и плавка металлов, а еще они оставили после себя удивительную письменность, над разгадкой которой уже 1000 лет бьются лучшие умы Европы и не могут прочитать. Правда, письменность этрусков без труда читают даже славянские дети, но европейцы все равно гневно машут руками. Раз мы сказали, что расшифровать письменность невозможно, значит невозможно. Чтобы не смущать ученых, до 20 века в этрусские залы музеев Ватикана не пускали русских и болгар, потому что те сходу начинали читать таинственные и неразгаданные в кавычках письмена этрусков. И в самом деле, какие могут быть славяне в центре Европы? Еще чего не хватало. Тем не менее, славяне в Италии были. Во втором тысячелетии до нашей эры Италию населяли следующие славянские племена: опичи, омбричи, воличи, любичи, речане, моравы, лучане, пелигини и лиры. На севере обитали венеды. Об этом прямо говорится в работах русского историка XIX века Николая Веселовского. Еще один историк и археолог XIX века Александр Чертков после изучения вопроса об этрусках написал книгу о языке пелазгов, населявших Италию, и сравнение его с древлеславянским. В книге ученый утверждал, что пелазги, венеты и этруски родственники. Все они в незапамятные времена пришли в Европу из Малой Азии. Другой русский ученый, историк-славист Викентий Макушев в 1868 году предпринял обширное путешествие на Апеннины с целью изучения славянских поселений, дабы прославить славянские народы и обогатить славянскую филологию. Его интересовали следующие города, основанные славянами: далматинцами, бровичанами, дубровничанами. Генуя, Флоренция, Неаполь, Мессина, Анкона, Сиракузы, Палермо, Бари и вообще юг Италии, а также Падуя, Милан, Верона, Болонья, Мантуя и, разумеется, Рим. Тут сам собой напрашивается риторический вопрос: а если все эти города основали славяне, то где же здесь место римлянам? В своих изысканиях Макушев не был одинок. Ему помогали итальянские ученые, например, Джованни де Рубертис, написавший в 1856 году работу «Славянские поселения в Неаполитанском королевстве». Вернувшись в Россию, Макушев написал несколько научных работ, среди которых были о славянах Молисского графства в Южной Италии, исторические памятники южных славян и соседних им народов, извлеченные из итальянских архивов и библиотек, и древние славянские памятники южного письма обозрения. Но вернемся к этрускам. Жители Тосканы еще недавно считали своими предками не римлян, а именно этрусков. В 15-16 веках в городе стояли крепостные сооружения, созданные этрусками, а в городском архиве сохранялись зарисовки этих сооружений и копии всех надписей на этрусском. Воображение путешественников поражали гробницы, напоминающие славянские курганы. Надписи на этрусском встречались практически по всей Италии, но местная поговорка гласила: «Этрусское не читается». Итальянский ученый Себастьяно Чампи положил жизнь на то, чтобы прочитать эти надписи. Он пытался расшифровать их с помощью египетского, древнееврейского, кельтского и даже китайского языка, но безрезультатно. Однажды он очутился в Польше и, изучив местный язык, вдруг обнаружил, что надписи на этрусском не такие уж и нечитаемые. Чампи поспешил поделиться своими изысканиями с коллегами, но тут же получил по шапке. Ему объяснили, что славян раньше VI века в природе не существовало, а значит, прочитать этрусское письмо по-прежнему нельзя. Точка. А вот не знавший такой аксиомы историк-любитель Тадеуш Воланский взял да и прочитал все надписи на этрусском, что попались ему на глаза. Он справедливо предположил, что точки в письме этрусков – это пропущенные гласные. В церковно-славянском языке такая редукция и сейчас встречается. Некоторые этрусские буквы отзеркалены относительно их современного написания. Надпись на могиле царя Энея Воланский перевел так: «Райский всех Боже, выше Вима и Дима, езмень ты Россия, возьми в опеку мой дом и детей наилучший, езмень Гекаты царство далече, да долу земли выезжаю. Точно ей так есть. Как я еней, царь родом. Сидя сладом в Елисе, леты черпнешь и забудешь. О, дорогой, хороший». Воланский предположил, что Язмень, он же Усмень, это божество, почитаемое у славян. Точно так же, как и Дим и Вим, имена которых встречаются в самых древнейших памятниках на Руси.
Благодаря Воланскому современные энтузиасты прочитали и золотые этрусские пластины из портового итальянского города Пирги, которые были найдены в 20 веке. На них, помимо описания жертвоприношений и молитв богам, оказалась написана история италийских славян. Они были вынуждены покинуть родину из-за потопа и сильнейших морозов, насланных Велесом, и переселились в солнечную Италию. Воистину прав был доминиканский монах Мавро Арбини, который писал, что славяне в древности владели Азией и Африкой, бились с египтянами и с Великим Александром, покорили Грецию, Македонию и Лирическую землю, завладели Моравией, Шленскую землею, Чешскую, Польскую и берегами моря Балтийского, и прошли в Италию, где многое время воевали против римлян. Но книгу его, так же как и многие другие труды, прославляющие древних славян, Ватикан тоже попытался спрятать в своей таинственной и малодоступной библиотеке, в которой скрываются ответы на множество исторических загадок. Кто знает, может быть, в одной из его книг действительно указывается, как сбежавшие от римлян этруски ушли на северо-восток, например, в Венету, священный славянский город. А оттуда уже вернулись на родину, не как этруски или рассены, но как русы. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.